Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узоров уже очень много, и они собраны по различным коллекциям, да, по названиям. Смотрите, надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии, обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на моем канале появится новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, ребята, мастера, мастерицы, огромнейший вам привет. Разные города, разные страны, безумно приятно. Спасибо за ваши идеи, за ваши пожелания, за ваше участие в развитии канала. Спасибо вам большое. Я к вам с новым узорчиком. Вы наверняка уже поняли, что это будет узорчик либо для шали, либо для палантина. Да? Видите, даже на картинке нарисована такая, скажем, шалька, я думаю, или палантин. Ниточки Alize Angora Gold Simli. Новички, кто не знает, смотрите. В 100 граммах 500 метров, 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Вот, поэтому она так блестит и переливается. Что нам говорит производитель по поводу крючка? Говорит, берите крючок от 2 до 4, я возьму себе 3, я вяжу эту ниточку 3, мне нравится. Вы можете брать 2, 2,5, 3, 3,5, 4, как вам удобнее, да, в зависимости от плотности вашего вязания, ну и как вам, в принципе, удобно. Итак, смотрите, лишь бы не забыть, скажу. Цвет 21. Угу. Он, конечно, передается немножко потемнее, чем он есть на самом деле, такой цвет на камеру. Ну, как есть. Итак, сегодня я вам покажу образец узора для шали. Как всегда, схемку я оставлю здесь в видео. Схемку я направлю в Инстаграм, да, продублирую в актуальном. Поэтому заглядывайте в актуальное, называется схема шали. Всю шаль я вязать не буду, у меня нет такой необходимости. Я вам покажу образец. Данная схемка ходит по интернету, да, в общем доступе. То есть, возможно, вы уже кто-то и вязал, и пробовали ее. Может быть, новички не знают. Посмотрите, как она вяжется. Поэтому, если вдруг найдется автор, обязательно я его напишу в описании к видео. Угу. Итак, новички, смотрите. Ниточка очень интересная, ниточка классная, но ниточка, видите, она вот так вот расходится на несколько... Так, сфокусируйся, видите, на 3 ниточки. И поэтому, когда вы будете вязать, вы можете случайно не ту ниточку зацепить. Ну, как бы будет, как бы тяжелее вязаться. Поэтому аккуратнее вяжите. Если вдруг неправильно свяжете, либо надо будет распустить, то распускается сложновато. Понятно? То скажете, что Оля рассказала, что нитка классная, не предупредила, что распускать тяжело. Поэтому не торопитесь, вяжите в свое удовольствие, тихонечко, аккуратненько. Итак, по схемке, конечно, не видно, сколько необходимо будет набрать воздушных петелек. Давайте с вами наберем 6 воздушных петелек. В начале петелька фиксации. Мы ее при наборе петелек не считаем. Угу. Сделали и зафиксировали ниточку. Итак, 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А далее возвращаемся к первой петельке. Вот, смотрите, ныряю в первую петельку и вытягиваю ниточку и сразу же провязываю через ниточку на крючке петельку. Все. У нас с вами получилось вот такое вот колечко. Видите, небольшое колечко. Теперь будем работать с этим колечком. Итак, вначале сделали 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Сюда же ныряем и делаем столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька. И опять сюда же ныряем и делаем еще 2 таких же столбика с накидом. 1 и 2. Новички, вы пока просто повторяйте. Угу. Потом поймете принцип узорчика. Теперь мы с вами делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять ныряем в наше колечко и провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. 1 воздушная петелька и сюда же 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Это у нас будет первый ряд. Ниточку потом мы запрячем. Угу. То есть вот эти вот 2 столбика, воздушная петелька и 2 столбика, мы вот так вот будем в ряд провязывать все наше как бы изделие, да? То же самое и здесь. Это будет наша боковинка, да? То есть это наша шейка, это наши ручки, а это будет наша поясничка. Понятно, да? Вот. То есть пока, если сложно представить, просто повторяйте. Договорились? Итак, провязали. Дальше что мы делаем? Мы воздушная петелька, поворот и идем по нашим столбикам. 1 столбик соединительной петелькой сделали, 2 столбик соединительной петелькой сделали и нырнули в арочку. То есть наша задача с помощью соединительных вот таких петелек дойти до арочки. А арочку мы уже провязываем точно так же. 3 петельки подъема, сюда же столбик с накидом 1,
1 воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Поняли, да? То есть по бокам у нас 4 столбика с накидом, между ними 1 воздушная петелька. Идем дальше. Теперь нам необходимо сделать накид и ныряем вот в эту большую арочку, которую мы провязывали из 3 воздушных петелек. Нырнули, провязали столбик с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять сюда же ныряем и опять провязываем столбик с накидом. То есть вот такая вот рогаточка. Дальше мы с вами провязываем центральные 4 столбика. То есть у нас по бокам будут вот эти вот наши веерочки из 4 столбиков. И в центре точно так же будут. Начинаем. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Далее 1 воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. То есть точно так же, как крайние веерочки будут 4 столбиков, точно так же у нас здесь центральные всегда будут 4 столбика веерочек. Но вы потом поймете. Повторяйте дальше. Теперь столбик с накидом еще один сделали. 3 воздушные петельки, то есть формируем рогаточку. И сюда же еще один столбик с накидом. То есть что у нас получается по факту? Смотрите, чтобы вам было удобнее. Вот в эту центральную арочку, вот центральную большую арочку мы с вами, получается, провязали рогатку, так, веерочек из 4 столбиков с центральным с воздушной петелькой и еще одну рогатку. Понятно? Идем дальше. Теперь мы с вами переключаемся вот к нашей боковому веерочку и провязываем в арочку из воздушной петельки 2 столбика с накидом. 1, 2, воздушная петля и сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Все. Вот так вот наш ряд готов. Угу. Идем дальше. Опять мы должны будем вернуться соединительными петельками, воздушная петелька, поворот. И соединительными петельками возвращаемся в центр нашего веерочка, вот в эту арочку. 1 столбик, 2 столбик и нырнули в арочку. Все. Провязываем 5 веерочек, 3 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 1, 1 воздушная петелька и сюда же 2 столбика с накидом. 1, 2. Понятно, да? Вот наши боковушки, они так и будут повторяться из ряда в ряд. Теперь наша задача. Накид делаем, вот наша была рогатка. В ножку рогатки делаем столбик с накидом. 1. Так. И теперь мы с вами должны провязать непосредственно именно в саму вот эту вот нашу арочку от рогатки 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И точно так же мы, получается, в ножку рогатки столбик сделали. И, получается, во вторую ножку рогатки тоже делаем столбик. По итогу мы сделали с вами вот такой большой веерочек, состоящий из 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Угу. Идем дальше. Дальше у нас что с вами идет? Правильно, центральный вот такой вот наш веерочек. Ныряем в эту арочку. Помните, да? И провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Воздушная петля. И сюда же 1, 2. 2 столбика с накидом. Понятно? То есть крайние, центральные наши веерочки. Все, идем дальше. Повторяем левую часть точно так же, как и правую. Вот наша рогатка. Итак, ныряем в ножку рогатки. Столбик с накидом. В рогатку непосредственно 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в ножку, во вторую ножку рогатки еще один столбик. Получается 7 в центре, да, и по одному по краешкам, по ножкам. Получается итого 9 столбиков. Все. Теперь опять наш крайний веерочек. Провязываем 2 столбика с накидом, воздушная петля и 2 столбика с накидом. Сюда же в арочку, в центральную предыдущего веерочка. Смотрим. Вот такая вот красота получается. Чуть-чуть начинают вырисовываться вот такие вот веерочки. Но уже видно вот эти боковые наши, да, веерочки. И вот начинает расти центральный.
Вот так оно и будет продолжаться. Здесь всегда будут веерочки, и здесь всегда будут веерочки. Так, продолжаем дальше. Воздушная петелька, и возвращаемся с соединительными петельками в центр предыдущего веерочка. Раз столбик, 2 столбик, и в арочку нырнули. Оп. Теперь делаем опять наш веерочек. Раз, 2, 3. Сюда же столбик с накидом, воздушная петелька, раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Так. Теперь мы переключаемся вот на этот наш большой вот веерочек и будем вязать веерочек еще больше. Итак, столбик с накидом. Вот наша ножка, да, наш первый столбик. Провязываем столбик с накидом сюда. Далее мы должны с вами будем сделать пико. Каким образом? Делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Возвращаемся к первой воздушной петельке. И вытягиваем так вот ниточку. И сразу же провязываем ниточку, петельку, которая на крючке. Вот. Вот такая вот загигулька. Называется пико. И делаем столбик с накидом в следующий столбик с накидом. Понятно? То есть вот наши столбики. Вот такая пикушечка будет. Опять делаем пико. Раз, 2, 3. Возвращаемся к первой петельке. Вводим крючок, вытягиваем ниточку. И опять провязываем через петельку на крючке. Оп. Понятно? Накид и следующий столбик провязываем. Вот, видите, уже какая красота. То есть расстояние между столбиками увеличивается, да? И между ними появляется пико. Опять 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Возвращаемся опять к первой петельке. Опять ее так вот захватываем. Вытягиваем ниточку и сразу же провязываем через петельку на крючке. И так далее. Мы так провязываем весь наш веерочек. Раз, 2, 3. Ныряем в первую петельку и сразу же провязываем. И вот таким образом столбик пико, столбик пико, столбик пико до конца веерочка. Раз, 2, 3. Опять нырнули в первую петельку, провязали и следующий столбик с накидом. То есть у нас было 9 столбиков, да? И тут тоже должно получиться 9 столбиков. Считайте. Раз, 2, 3. Чтобы ничего лишнего не провязали или ничего не пропустили. Есть. И дальше следующий столбик. Раз, 2, 3. Вернулись к первой петельке аккуратненько. И раз, сразу же провязали. Так, металлическая ниточка. И еще осталось 2 столбика. Следующий столбик с накидом. Опять сделали 3 петельки. Раз, 2, 3. Вернулись к первой петельке. Провязали. И последний столбик. Есть. Сейчас есть. Так, считаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Четко, как в аптеке. Идем дальше. Сразу же после последнего столбика у нас начинается центральный вот этот вот веерочек. Ныряем в арочку и провязываем наш веерочек. Раз столбик с накидом, 2 столбика с накидом, воздушная петля и сюда же. Раз столбик с накидом, 2 столбика с накидом. Угу. Все, давайте. Правую часть мы с вами сделали. Левую вы делаете точно так же самостоятельно. И встречаю я вас в конце ряда. Договорились? Давайте, у вас получится. Несложно, да? Так, я провязала до конца ряда. Так, вот такой же веерочек большой. И уже сделала для следующего ряда такой вот боковой наш веерочек. Смотрите дальше, что мы делаем. То есть вот мы провязали опять 4 столбика. Так. А дальше по узорчику накид. И вот наш первый столбик вот с этим пико, да, вот именно самый первый столбик, мы должны провязать рельефный изнаночный столбик с накидом. Смотрите, накид. И вот этот вот нижестоящий столбик вот так вот захватываем. Видите, столбик, получается, находится за крючком. Вот так вытягиваем ниточку. Ниточку. И провязываем, видите, у нас 3 петельки. Как обычный столбик с накидом. 2 петельки и 2 петельки. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Мы пропускаем, получается, вот мы провязали первый столбик, пропускаем второй столбик и то же самое делаем с третьим столбиком. Вот, видите, крючок как заходит. Столбик за крючком. Вытягиваем аккуратно ниточку, 3 петельки.
И провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот мы с вами провязывали вот этот столбик, да? Этот столбик пропускаем. В следующий столбик точно так же рельефный изнаночный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки, 3 воздушные. Вот, потянули, видите? Вот он, столбик. Вот этот мы провязали. Этот пропускаем. И следующий провязываем 5 рельефный изнаночный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Раз, два, три воздушные петли. Вот мы этот провязали, этот пропускаем. И получается в самый последний мы провязываем точно так же рельефный изнаночный столбик с накидом. Понятно? То есть у нас вот так вот такая вот картина получится. Видите, как бы все столбики за, да, нашим узорчиком, за нашими веерочками. Все, центральный веерочек провязываем. Раз, два, воздушная петля и сюда же. Раз, два. Угу. И то же самое вы начинаете с самого первого столбика, самого первого, вот он, идет самый первый, вы с него начинаете точно так же рельефный изнаночный столбик с накидом. Раз, 3 воздушные петельки, второй пропускаем в третий рельефный изнаночный столбик с накидом по 2 петельки, 2, 2, 3 воздушные петельки, раз, два, три, следующий пропускаем и через один провязываем опять рельефный изнаночный, 3 воздушные петельки, пропускаем вот этот вот, следующий провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом, 3 воздушные петельки, опять пропускаем, и вот наш последний, его точно так же провязываем рельефным изнаночным столбиком с накидом. Все. И в наш вот этот вот крайний веерочек. Раз столбик, два столбик, воздушная петля, и сюда же раз столбик, два столбик с накидом. Угу. Все, сохранили, получается, по бокам у нас идут наши боковые веерочки, в центре центральный, видите, этот немножко как бы приподнялся, приподнялись наши веерочки за счет того, что сзади вот эти рельефные были. Понятно? Вот такая вот получается потихонечку красота. Дальше провязываем точно так же наш веерочек, то есть мы воздушную петельку вернулись соединительными петельками, раз, два, и в центр веерочка раз, два, три воздушные петельки, и сюда провязываем еще столбик, воздушная петелька, и в эту арочку еще 2 столбика, раз, так, и 2. А вот дальше смотрите, дальше нам с вами необходимо будет начать вот такую же рогаточку, вот такую вот, да, арочку, потому что здесь будет формироваться еще один веерочек, так, здесь и перед центральным веерочком. Смотрите, делаем накид, и вот получается именно непосредственно там, где у нас соединяется вот наш вот предыдущий веерочек, да, вот с нашим вот этим рельефным столбиком, ныряем в рельефный вот этот вот столбик, верхушку, и провязываем столбик с накидом, раз, 3 воздушные петельки, столбик с накидом сюда же, 2. Вот наша рогатка будущая, наш будущий веерочек. Далее делаем сразу же, то есть не делаем воздушных петелек, а сразу же присоединяемся, вот это вот наша вот получается арочка, так? Мы присоединяемся сразу к ней столбиком без накида, вот таким образом. А вот далее, получается, делаем 3 воздушные петельки, раз, два, три, и присоединяемся столбиком без накида в следующую арочку, то есть четко видно, понятно. Опять раз, два, 3 воздушные петельки и присоединяемся в следующую арочку столбиком без накида. Раз, два, 3 и присоединяемся столбиком без накида в следующую арочку. Есть. А вот здесь опять точно так же присоединяемся вот к этому рельефному столбику, к верхушке, видите, который перед веерочком. Вот наш рельефный столбик. И провязываем столбик с накидом раз, 3 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. То есть вот здесь у нас будет формироваться вот такой же веерочек, и здесь будет формироваться такой же веерочек. Все, центральный наш раз, два столбика с накидом, воздушная петелька и раз, два столбик с накидом. Все, дальше вы продолжаете точно так же, как мы провязывали справа.
То есть за первый и за последний рельефные столбики вы делаете новые рогатки. А здесь вы, получается, присоединяетесь с помощью столбиков без накида и 3 воздушных петелек. Договорились? Давайте в конце ряда я вас встречу. Посмотрим, как у вас получилось. Угу. То есть все то же самое повторяйте, что мы сделали только что справа. Давайте. Так, смотрите, тонкая получается ювелирная работа. Вот мы сделали рогаточку. Вот наши, получается, 3 воздушные петельки, соединенные столбиком без накида. И вот опять за рельефный столбик сделали рогаточку. Все, я уже закончила, получается, веерочком и начала новый веерочек. Теперь ничего сложного. Смотрите, дальше мы повторяем все, что мы делали с вами там, где набирали вот эти вот наши веерочки. То есть мы сейчас опять в центральный, вот это вот в главный, как центральный, в крайний, да, в правую ножку делаем столбик с накидом. А далее в арочку мы с вами делаем 7 столбиков с накидом. Точно так же повторяем, как мы делали. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И во вторую ножку вот нашей вот этой рогатки опять делаем еще один столбик. По итогу у нас с вами получается 9 столбиков. Поняли, да? Точно так же, как мы делали здесь. 9 столбиков. Дальше опять присоединяемся. Вот наша вот эта вот арочка предыдущего ряда, помните, из 3 воздушных петелек. Сразу же присоединяемся и делаем столбик без накида. 3 воздушные петельки. В следующую арочку опять присоединяемся, то есть делаем вот такую сеточку, так скажем, да. 3 воздушные петельки. В следующую арочку присоединяемся и делаем столбик без накида. А потом у нас, смотрите, опять начинается наша рогатка, и мы сразу же делаем столбик с накидом в правую ножку рогатки. Раз. Потом непосредственно в саму рогатку, вот эту арочку, мы сделаем 7 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вторую ножку рогатки заканчиваем тоже столбиком с накидом. Вспомнили, да? Вот, видите? То есть у нас как бы немножечко приподнимается верхушка предыдущего нашего веерочка. И начинает формироваться еще 2 веерочка. Все, опять наш центральный веерочек. 2 столбика, воздушная петелька. И сюда же 2 столбика. Левую часть данной нашей шальки вы будете провязывать самостоятельно, точно так же, как мы провязывали правую. Угу. То есть сейчас ножка, да, в ножку провязываете столбик, дальше 7 столбиков в рогатку и во вторую ножку еще 1 столбик. И сразу же присоединяйтесь вот к этому, получается, арочке из 3 воздушных петелек столбиком без накида. 3 воздушные петельки, столбик без накида. 3 воздушные петельки, столбик без накида. А дальше опять веерочек. В первый столбик веерочек, непосредственно в саму рогатку делаете 7 столбиков с накидом. И в последнюю, получается, ножку рогатки делаете тоже 1 столбик с накидом. И заканчиваете опять боковым веерочком. Понятно? То есть вот он такой как бы немножечко такой объемный, да, получается узорчик. Давайте. Вторую часть самостоятельно у вас получится. Так, смотрите, провязали, да? Вот мы сделали веерочки. Тут получается у нас всего лишь 2 арочки, получаются из воздушных петелек. Опять веерочки и закончили нашими боковыми веерочками. Тут я начала уже следующий ряд. И провязываем мы веерочки наши точно так же, как мы провязывали в предыдущем ряду. Помните, да? То есть сейчас мы должны будем провязать вначале столбик с накидом в первый столбик с накидом веерочка. А далее мы с вами делаем пико. Помните, да? 3 воздушные петельки. И возвращаемся к нашей первой петельке. И сразу же провязываем одной ниточкой 2 петельки. Все. И сразу же второй столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Возвращаемся к первой петельке и провязываем вместе одной ниточкой. Угу. Давайте веерочек закончите. Здесь я вас в конце веерочка встречу. Покажу, что сделаем дальше. Договорились? Потому что вы уже умеете провязывать самостоятельно столбики с накидом вместе с пико. Договорились? Все, давайте. Точно так же аккуратненько, как мы делали в предыдущем веерочке. Так, смотрите, очередной веерочек провязали, пико сделали, красота, да, какая-то изюминка в этом пико все-таки есть. Итак, и сразу же после последнего столбика мы ныряем, вот у нас осталось 2 такие вот арочки, да, из 3 воздушных петелек, ныряем в первую арочку,
Провязываем 3 воздушные петельки и ныряем во вторую арочку. Делаем столбики без накидов. Понятно? Вот у нас осталась одна, получается, арочка. А дальше сразу же переключаемся на следующий веерочек. И опять провязываем столбик с накидом. Пико. Раз, два, три. Возвращаемся к нашему первому петельке. Провязали. И опять следующий столбик с накидом. Все, тихонечко, аккуратненько вяжем. Считаем, чтобы у нас получилось все-таки 9 столбиков. Да, никуда, чтобы ни один не делся, ни один не нарисовался. Все, и аккуратненько провязываем все 9 столбиков. Давайте вы еще раз самостоятельно провяжете. Так, а я, получается, здесь вас с центрального, получается, веерочка встречу. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот еще один веерочек с пико. Да, теперь уже 2 веерочка в этом ряду. И делаем наш центральный, получается, веерочек. 2 столбика с накидом. Воздушная петелька и 2 столбика с накидом. Все, мы с вами правую половинку провязали. Теперь вы делаете самостоятельно левую. То есть присоединяйтесь к первому столбику, делаете пико, второй столбик пико и так далее. Далее вот он наш веерочек. Потом сразу же после последнего столбика присоединяйтесь к первой арочке столбиком без накида. 3 воздушные петельки и ко второй арочке опять присоединяйтесь столбиком без накида. И сразу же начинаете следующий веерочек. Понятно? Опять сделали веерочки с пико, столбики и закончили крайним вот нашим вот этим вот веерочком. А я вас здесь встречу. Договорились? Вот, давайте. Несложно. Вы уже знаете, как веерочки провязывать. Вот, веерочки с пико будут. Давайте. Так, смотрите, растет наш образец, да? Это мы с вами вместе провязали. Эту сторону вы провязали самостоятельно. Я думаю, что она такая же шикарная. И я уже с вами, смотрите, закончила ряд, да, и начала новый. Так, вспоминаем. Провязываем точно так же, как мы делали сразу же после пико. Вспоминаем. Итак, веерочек наш боковой сделали. Так. А теперь делаем накид и за первый столбик вот так вот хватаемся. Берем его таким образом, что у нас столбик находится за крючком. Вытягиваем вот так вот ниточку и провязываем по 2 петельки рельефный изнаночный столбик с накидом. Угу. 3 воздушные петельки. Следующий столбик, вот этот мы провязали, первый. Второй пропускаем, третий провязываем. Точно так же, опять рельефный изнаночный. 3 воздушные петельки. Четвертый пропускаем в пятый рельефный изнаночный. 3 воздушные петельки. Шестой пропускаем в седьмой рельефный изнаночный. 3 воздушные петельки. 8 пропускаем и в последний, в 9 провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Вот, смотрите. А вот здесь у нас с вами оставалась, получается, одна арочка, да, из 3 воздушных петелек. Так вот, мы ее не трогаем. Как только мы провязали последний рельефный изнаночный столбик с накидом, мы сразу же перепрыгиваем к следующему веерочку и сразу же провязываем у него, у первого столбика, рельефный изнаночный столбик с накидом. Понятно? То есть у вас будет вот такая картина. Последний провязали и сразу же переключаемся на первый. Опять 3 воздушные петельки. Второй столбик пропускаем. Третий рельефный изнаночный. 3 воздушные петельки. Четвертый пропускаем. Пятый рельефный изнаночный. 3 воздушные петельки. Шестой пропускаем. Седьмой рельефный изнаночный. 3 воздушные петельки. Восьмой пропускаем. И в последний, в 9 опять рельефный изнаночный столбик с накидом. О, видали, как красиво получится у вас? У нас. Угу. Такой вот объемный получается узорчик. Все, центральную провязываем нашу центральный веерочек. 2 столбика. Воздушная петелька. И сюда же еще 2 столбика. Раз, два. Все, вторую половину, начиная с первого столбика, вот он первый столбик, да, рельефным будете провязывать и так далее в шахматном порядке. То есть один пропустили, один провязали, один пропустили, провязали. Как только провязали последний столбик, так, вот эту арочку пропускаете и сразу же переключаетесь на первый столбик следующего веерочка. Огонь будет, честное слово. Угу. Все, давайте вторую часть, вот эту половинку самостоятельно. Так, все, смотрите, красота. То есть мысленно я могу поздравить вас, что вы уже умеете вязать данный образец. Единственное, что сейчас я вам просто уточню, что сейчас, да, на данном этапе, получается, у нас здесь будет, вот так, с этой стороны. То есть я начала уже новый ряд.
получается, мы здесь с вами присоединяем к нашему рельефному столбику новую рогатку, да? Будем здесь провязывать наши арочки. А потом вот здесь, вот где у нас встречались два рельефных столбика, здесь будет тоже новая рогатка формироваться. Опять будем провязывать наши арочки. И в последнем рельефном столбике тоже сформируется еще одна рогатка. То есть у нас был один веерочек, потом два, теперь три. Давайте я вам напомню, покажу. И покажу, где у нас будет присоединяться еще один веерочек. Здесь у нас веерочек присоединяется так же, как у нас было в предыдущем ряду. То есть вот в наш рельефный столбик мы провязываем после вот этого крайнего веерочка, провязываем столбик с накидом 1. Дальше мы провязываем 3 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. Вот она, наша арочка, рогаточка вернее, да, готова. А потом сразу же ныряем в первую вот эту арку, столбик без накида. 3 воздушные петельки, следующая арка, столбик без накида, 3 воздушные петельки, следующая арка, столбик без накида, 3 воздушные петельки и получается вот последняя арка, да, вот последний рельефный столбик, последняя арка, столбик без накида. А вот теперь накид и сразу же вот последний столбик, да, рельефный и первый столбик рельефный. Вот между ними вот это вот ныряем и провязываем столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Все. Потом опять сразу же без воздушных петелек присоединяемся к следующей арочке, столбик без накида, 3 воздушные петельки, в следующую арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки, в следующую арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки, в следующую арочку столбик без накида. И в последний рельефный столбик, вот перед центральным, да, нашим веерочком, мы провязываем еще одну рогатку. Столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Все. И тут же автоматически переключаемся к наш центральный веерочек. 1, 2, воздушная петелька и 1 столбик, 2 столбик. Понятно? Вот. Теперь вы знаете, что в следующий раз, да, теперь вы вторую половинку сами закончите. Так? Вот, у вас здесь будет, получается, 1 веерочек, 2 веерочек, 3 веерочек. Естественно, этот веерочек первый закончится вот здесь, да, начнется второй. Правильно? И в следующем ряду, когда вы веерочки закончите, вот здесь у вас будет рогаточка, да, в самом начале здесь будет рогаточка, здесь пусть рогаточка, и здесь будет рогаточка. То есть у вас уже будет не 3 веерочка, а 4. Ну, поняли, да? Схемка перед вами, вы видите. Вот, получается он вот такой, видите, такой объемненький. Очень интересный. Как правило, в маленьком объеме узорчик смотрится не очень, а в большем объеме он уже приобретает более колорит, да? Давайте провяжем, допустим, еще один веерочек, да? То есть 1, 2, 3. Провяжем еще один, сделаем ряд веерочков и посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, как получается узорчик. Да? Получается у нас уже 3 ряда веерочков. 1, 2, 3. И сейчас вы начнете делать как? Боковой, получается, веерочек. Вот здесь вот, да, вы когда делаете будете рельефные столбики, да, сделайте сеточку опять, да. Потом у вас, получается, здесь будет рогатка. Вот здесь будет рогатка. Вот здесь будет рогатка. И еще вот здесь будет рогатка. Поняли, да? То есть уже где присоединять рогаточки. Вот. Сам по себе, смотрите, какой он объемненький получается. Интересный. Да? Получается, чуть передает потемнее, чем есть на самом деле. То есть эта часть будет на шейке, а это вот так будет опускаться такими как бы чешуечками. Очень интересно. Сейчас вам покажу на темном фоне. Так, смотрите, для контраста на темном фоне как смотрится, как выглядит, да, образец. Напомню, что я в описании покажу вам, как нужно рассчитать приблизительно объем пряжи на ваше изделие. Получается очень интересно. Ну и давайте еще на чисто белом покажу вам, как получается. Так, смотрите, вот на белом как выглядит. Конечно, переливается ниточка. Очень интересно, очень нарядно, да? Как раз к зиме будете вязать. Получится очень красивое такое дополнение, аксессуар к гардеробу. Да? Не обязательно должна быть телогрейка, правильно? Это должна быть красота. Вот такая вот будет красота. Таких вот много-много-много-много-много вот таких веерочков будет. Будет здорово. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Так? Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И под видео находится стрелочка «Поделиться». Обязательно делитесь в соцсетях со своими друзьями. Заранее спасибо. И спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых видео.
Всем пока-пока.